Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что же за робкая поклонница у вас появилась? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Кайфуем, кайфуем, ребятушки, кайфуем от этой жизни. Причем независимо от того, есть у вас женщина или нет. Вот хочется, знаете, хочется пожить для себя. Вот как будто вы поняли, в какой-то момент вы осознали, что хватит жить для кого-то, для жены, для детей, там, для родственников. В первую очередь, наконец-то вы начали понимать, что нужно жить для себя. Это может проигрываться, опять же, у всех по-разному. Давайте уточним, почему. Здесь проигрывается и ситуация разрыва, развода, и ситуация, когда, даже находясь в отношениях, да, вот в токсичных отношениях, кто находится сейчас, вы решили, что все, толку с этих отношений не будет, буду жить для себя, да, а дальше как карта ляжет. Разойдусь, так разойдусь, да, ну то есть у каждого своя личная жизнь, вот в таком плане. Вы ценитель женщин, которые, ну, слишком уж хороши, я вам скажу. Вы очень так избирательно относитесь к женщинам. Лишь бы с кем вы никогда не будете в отношениях, вы обращаете внимание и на внешность, и на фигуру, но очень сильно вы еще обращаете внимание на черты характера, да, вот какой человек и в быту, как человек рассуждает по разным каким-то вот понятиям, да. То есть вы не будете бросаться в омут с головой, очень и очень скрупулезно вы относитесь. Давайте посмотрим, почему же вы так относитесь. Потому что делали больно, потому что, да, здесь однозначно есть разрыв, развод, причем вот женщина, которая у вас была, ну вы ее буквально на руках носили, да, вот и в прямом, и в переносном значении. Вот женщина, которая осталась у вас в прошлом, с которой были либо же отношения, либо семья, остались позади. Позади остались, но как кошмарный сон. Причем вы настолько вот, ну, прислуживать я не люблю это слово, но вот именно почему-то оно у меня крутится на языке, но настолько старались угодить этой женщине, настолько слепо ее, ну, безумно любили, боготворили, что, ну, не в сказке сказать, не пером описать, но это реально просто. Поэтому сейчас, вот после того, что вы пережили в своей жизни, да, вот после расставания, вы будете 100 раз думать, прежде чем вступить вообще в серьезные отношения. Может даже проигрываться, что вы кайфуете именно в одиночестве. У кого-то есть просто девочки, там, подружки, да, у кого-то есть легкие отношения, да. Опять же, поскольку общий расклад, проговариваю разные варианты. Кто-то сам вообще решил просто вот жить для себя, да, вот нафиг этих женщин, никого не хочу, ничего не хочу, буду жить вот как душенька моя пожелает, да. Захотел, туда поехал, захотел, это скушал, там купил что-то, вот в таком вот плане. Причем вы довольно неплохой повар, я вам скажу. Но вы не особо признаетесь в этом. Это сейчас мы ваши такие секретные секреты будем вытаскивать. Вы далеко не всем рассказываете, только таким довольно приближенным, может быть, близким, друзьям, приятелям, родственники. Да и то не все знают, что вы много чего умеете. Можно на мороз упасть и сказать, что я там, ну, слегонца там что-то умею, да. Вот. А когда вот есть уже любимая женщина, там, конечно, это все. Вы готовы и готовить, и кружить, и кофе в постель, и завтраки в постель. Здесь ваши кулинарные способности зашкаливают, но именно вот особенно они проявлялись для любимой женщины. Еще у некоторых могут проявляться для детей. Вот кулинар вы еще для детей, да, вот особенно кто живет с детьми, либо же в гости приглашаете, вот для детей тоже вы готовите с удовольствием. Далее. Вы человек, я не могу сказать, что вы прям такой, ну, активный чересчур. Нет. Как раз наоборот, вам хочется, чем старше становитесь,
хочется какого-то покоя, умиротворения, да, не хочется суеты. Вы в свое время наелись вот этих всех посиделок, тусовок, да, особенно вот в более молодые годы. Вы, в принципе, нагулялись. Уже хочется реально вот покоя, какого-то семейного тепла, уюта, да. Но с другой стороны, кайфую один. То есть такая вот дилемма между вами. Внутри вас, вернее, да. Так, у кого есть дети, вы до сих пор помогаете их воспитывать, содержать, да, вот деньги даете каким-то образом, либо же алименты платите. Я вам скажу, что в вашей жизни есть женщина, которая, она себя проявит как-то, да, я сейчас забегаю вперед, она проявит, с которой у вас будут очень такие суперские отношения. Но сегодня не об этом расклад, это я просто не удержалась, да, для тех, кто, может быть, загрустил. Я все-таки озвучила этот момент, что у вас будут такие суперские классные отношения, но без этого никуда. Вы же у меня должны уже под моим руководством давно настроиться на позитив, ребят. Если вы не заметили, из расклада в расклад я стараюсь вас настроить на позитив, подбодрить, да, ну, и в конце концов вы помните, что мне вас всех переженить надо и пристроить в хорошие руки. Как, знаете, как говорят про собачек, котиков, отдам кошечку в хорошие руки. Так вот и мне надо отдать вас в хорошие руки. Плохие руки пусть там где-то будут вдалеке. Смотрите, вы человек очень романтичный. Другое дело, что вам сейчас не на кого особо романтику эту, ну как бы, не знаю даже вот какое слово. Вы знаете, у вас этой романтики уже накопилось до такой степени, что вы уже, ну, излили просто бы. Вот если бы была любимая женщина, да, вот накопилось и чувств, и эмоций, да, вот желаний для кого-то что-то делать, но ничего особо не делайте, потому что некому, да. У кого есть легкие отношения, вы особо романтику не проявляете, потому что любви нет, не ёкает. Это когда серьезные отношения, тогда да, тогда вы как лавину, да, вот изливаете вот эту свою романтику, изобретательность, вы и это делаете, и то делаете. А вот таких вот, знаете, такие никакие даже отношения, я их так назову, никакие, временные. Здесь вы стараться не будете. Это касается всего, не только романтики. Это даже постели касается, в конце концов. Вы прекрасно понимаете, что постель с любимой женщиной и в никаких таких легких отношениях, но это две совершенно разные постели. Да? Вы не будете стараться, вы не будете вкладываться. Ну и, конечно, удовольствие немножко не то будет. Если бы вот вам сейчас дали женщину, да, вот так с неба бы высшие силы вам спустили ее, ну поверьте, вот реально вы бы ее закружили. Вот если бы влюбились, да, вот влюбились, вы бы ее до такой степени залюбили, закружили во всех отношениях. Настолько это были бы такие у вас романтичные отношения, что, ну, это просто трэш. Вот вы когда любите, вот вы просто душите своей любовью. Вот до такой степени вы готовы вот 24/7 вкладываться в женщину. Причем у вас есть такое поразительное, как для меня, качество в мужчинах. Я обожаю таких мужчин, которые заботливые. Вот заботливый мужчина – это просто супер. Это когда, знаете, даже в мелочах, когда в мелочах мужчина заботливый. Ну, к примеру, покушала ли ты, да, вот не голодна ли ты, тепло ли ты оделась, да, нормально ты доехала, ну вот в таком плане. Но это суперские такие черты, вот у кого есть эта забота. В каком-то смысле это даже отцовская забота, даже к женщине, да, вот ты чувствуешь, что это вроде бы и муж, и отец, и любовник, и все вместе. Это настолько потрясающее качество. Конечно же, мужчины хотят и от женщин получать те же самые и заботу, и внимание, да, должен быть такой взаимообмен. Итак, давайте-ка разбираться теперь. Что же за робкая поклонница у вас появилась? Давайте-ка попробуем ее описать. Может быть, вы узнаете.
Смотрите, эта поклонница, но она не свободная, могу вас огорчить, наверное, в каком-то смысле. Она не свободная, причем я не могу сказать, что она счастлива в этих отношениях. Вот она живет, потому что там либо же ребенок сдерживает, либо же там вот деньги, машины, квартиры сдерживает. Но человеку некомфортно, человек, ну, чувствует себя немножко не в той тарелке. Она как маску носит. Вот она одевает маску счастья, так скажем, да. Там иллюзия семьи, иллюзия любви, да, вот здесь чисто корыстные мотивы. Женщина... Но она такая среднего возраста, женщина довольно хороша собой, она ухоженная, она такого, ну, либо же худощавого, либо среднего телосложения. Она такая по себе, ну вот она реально тихая, вот скромная, я бы назвала. Вот в наше время такие женщины, конечно, ну, единицы. Вот единицы, потому что больше у нас таких вот наглых, да, развязных. Вот хоть я сама и женщина, но я все-таки тоже вижу, какие у нас, да, корыстные дамы, такие с подвешенным языком. Эта женщина совершенно другая. Смотрите, она такой стала не от хорошей жизни. Когда-то она была немножко другой. Даже не немножко, а множко. Она жила, в принципе, в хороших условиях всегда. Она из хорошей семьи происходит. У нее родители не бедные, так скажем. Мужчинам она всегда нравилась, пока она не попала в лапы, так сказать, к этому своему мужу. Сначала у них была большая любовь, все было хорошо, любил, кружил, потом начал показывать зубки свои. Причем даже здесь может быть, что он начал ей изменять, не без этого. Но появились дети, появились деньги большие и появились, ну, имущество, да, вот, может быть, недвижимость, машины, ну, большие деньги плюс ребенок. И здесь, ну, не хочет эта женщина пока разрушать эту семью. Некомфортно, плохо, это скорее токсичные отношения. Хотя, повторюсь, вот внешне вы не скажете, что она несчастная, она это не показывает. Она не выглядит такой бедной, несчастной, забитой, тем более, что, в принципе, деньги там есть, да, деньги все равно она имеет. Она и ухаживает за собой, одевается хорошо. Но вот если присмотреться, у нее в глазах есть какая-то, ну, грустинка, что ли. Она может, даже вот общаясь, она может улыбаться, а глаза грустят. Вот знаете, бывает, когда кошки скребут на душе, когда тебе внутри плохо, ты вроде бы улыбаешься, да, но это всего лишь так мимика, а глаза-то, глаза зеркало души, не зря говорят. А глаза такие грустные-грустные. Вот задумайтесь, может быть, в вашем окружении есть такая женщина. Вы с ней пересекались, конечно же, и не буду называть где и как, потому что это общий расклад, да, она из вашего окружения. Пусть снова будет небольшая интрига, просто потому что это общий расклад, и у всех не может быть одинаково. Конечно же, она знает вас, она в вас, ну я не могу сказать, что она там безумно влюбилась, нет. Но вот она вам симпатизирует, да, она мечтает даже в каком-то смысле, если бы у вас были отношения, да, но она этого не показывает. Конечно же, она не говорит, не намекает об этом, да, то есть вы можете общаться, но она себя так очень сдержанно, очень робко как-то ведет. Человек, который на людях, вот она постоянно вынуждена маску носить, маску благополучия, но с грустными глазами. Она, знаете, вот она до сих пор, в принципе, нравится мужчинам. У нее есть поклонники, есть мужчины, которые флиртуют с ней, которые хотели бы ее заполучить. Но вот она не ведется. Она не ведется, помимо того, что она боится своего мужа, ну, тирана в каком-то смысле. Плюс она, ну, она не готова пока развестись с мужем, потому что, ну, здесь и дети, и деньги, да, все вместе. Поэтому она не ведется ни на какие ухаживания. Вас, вот именно в вас она видит, знаете, какую-то вот надежность, что ли, да, вот надежность как мужчины. Конечно же, вы общались с ней. Кто-то из вас общался более тесно, да, кто-то так на уровне «здравствуйте, до свидания». Но, тем не менее, вот вы пересекались,
И она вот заметила, даже почувствовала энергетически. Это то, что я вам уже многократно в раскладах говорила, что женщины чувствуют сильных мужчин, за которыми можно быть как за каменной стеной. Вот она чувствует в вас эту надежность. Потому что со своим мужчиной она этого не чувствует. А там давно в отношениях зима и гололед. Там измены, там конфликты, там вообще, ну я не знаю, конечно, как она живет в таких отношениях, это полный трэш. Тем более, что, вот как я уже говорила, и для детей это очень и очень вредно жить в таких вот семьях, когда мама и папа ругаются, либо же не разговаривают там по несколько дней. Но дети всегда чувствуют очень сильно. Вот у детей чувство именно вот этой ауры, энергетики в семье, да, энергетики, которая между мамой и папой, они очень сильно чувствуют. Поэтому, знаете, вот она с одной стороны, она глубоко несчастная женщина. Вот вы ей нравитесь, да, она фантазирует, она мечтает, вот если бы у вас были отношения. Но я пока не вижу, чтобы она проявилась к вам, потому что, ну опять же, помимо того, что она такая робкая, скромная стала, хотя ее такой сделала жизнь и муж-диктатор, я не вижу, что она проявится, потому что она боится даже потерять то, что есть. И опять же, она не хочет разрушать семью, потому что ребенок, да, вот по типу, что ребенку нужен отец. Хотя, опять же, это неправильно. Ну, знаете, какой-то вот грустный расклад сегодня получился. Я, конечно, не понимаю таких женщин, которые ради детей, либо же ради денег, да, вот комфорта терпят и унижение, и оскорбление. Но вот она раньше была красотка, ну она и сейчас, в принципе, красотка, имею в виду, она была более уверенная в себе. Вот раньше она была другой, эта женщина. Она более такая веселушка-хохотушка раньше была. Сейчас она стала более поникшей, да, вот более тихой такой, более скромной. Ну вот зачем вы? Я не понимаю, зачем женщины это терпят. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вы считаете, стоит ли жить вот в таких отношениях, сохранять их? Будет ли она и дальше с ним? Давайте-ка посмотрим. Ну, пока расставания я не вижу. Вот она все-таки, она не уйдет от мужа. Вот не уйдет. Она будет и дальше носить маску. Она и дальше будет какой-то, ну, такой грустной ходить. Опять же, вышла на люди, одела маску благополучия, улыбнулась с грустными глазами и пошла дальше. Она также будет вам симпатизировать. Причем вы будете, да, пересекаться. Вы будете как-то, знаете, вот пересекаться в дальнейшем. Это может быть либо компания еще, ну, либо это работа, да. Я не буду так для всех одинаково говорить, потому что вы, ну, будете как-то, знаете, периодически как будто знаки внимания оказывать. По типу там подставить стул, подать пальто. Вот в таком плане, да, вот как джентльменские какие-то такие поступки будете делать. Но это исключительно вот из вежливости. Поэтому подумайте, да, вот эта женщина есть в каком-то вот вашем окружении, поскольку это общий расклад, конечно же, вы будете все по-разному думать, по-разному представлять, анализировать, что это за женщина, да. Но мне ее вот искренне жаль, вот по-человечески мне жаль. Она вот на деньги, она променяла, может быть, даже свое счастье, да, вот женское. Да в конце концов, разойдись ты, да подели ты эти деньги, машины, квартиры. Ну, я понимаю, что многие женщины боятся мужчин, но ради детей жить, травмировать детей, а потом дети вырастают и с психотравмой входят во взрослую жизнь. Она станет дальше еще более жесткой, еще более такой, ну, холодной, что ли, эта женщина. Я думаю, это будет такая ситуация, когда уже не будет хотеться улыбаться. Вот мне искренне ее жаль именно поэтому, что пока у нее грустные глаза, да, она может быть улыбаться, это она будет натянутая улыбка, но в дальнейшем она совсем как-то вот будет грустная. Может быть, это вам еще поможет, да, вот женщина, которая, может быть, была там веселушка-хохотушка, и она все мрачнее и мрачнее становится. Вот проанализируйте, кто это из вашего окружения, есть ли она.
Моральное состояние, конечно, ее оставляет желать лучшего, и оно будет еще только ухудшаться. Но, тем не менее, это ее выбор, да, вот она выбрала деньги, она выбрала такую жизнь, ну, здесь ничего не попишешь. Поэтому вот такая вот тихая, робкая поклонница, к сожалению, замужняя, есть в вашем окружении, которая, ну, к сожалению, тоже не хочет ничего менять в своей жизни ради денег и ради детей. Вот такой грустный расклад был сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!